Приветствую вас. Тема нашего расклада сегодня это две Кореи, Северная и Южная. Посмотрим взаимоотношения. Попросили сделать расклад, я сейчас попробую его реализовать. Значит, я не очень хорошо знаю этот регион, поэтому буду ориентироваться на тот диагностический расклад, который мы с вами делали в рамках видео ролика, который называется «США, Тайвань, Китай». Мы там просматривали, по-моему, 2025 год и кусочек 2026. Я думаю, что и Северная Корея, и Южная Корея как раз-таки входят в этот регион. Смотрим. Северная, Южная и тот регион, в котором они находятся. Семерка жезлов, тройка кубков, шестерка жезлов, восьмерка кубков, пятерка мечей, верховная жрица. Старший аркан мир. Так, я рассчитывала на более легкий расклад, но получилось как всегда. Значит, попробую разобраться, не запутаться. Северная Корея, Южная Корея. Здесь у нас тот регион, в котором находится. Но на дне колоды у нас старший аркан мир. Старший аркан мир может говорить о том, что этот регион, который мы с вами просматриваем, является ключевым, важным для всего международного сообщества. Это могут быть страны, международные организации. Еще это нам говорит о том, что все устремления, все цели, все задачи, все внимание будет концентрироваться на этом регионе. Значит, в контексте Северной и Южной Кореи это лишь одна какая-то определенная часть, потому что если мы посмотрим на арканы, которые у нас выпадают в целом на регион, то здесь у нас десятка кубков, двойка пентаклей и старший аркан колесница. Десятка кубков — огромное количество народа, двойка пентаклей — нестабильная ситуация, старший аркан колесницы — это какие-то военные действия, военный поход. Значит, попробуем рассмотреть с различного рода аспектов, а потом уже посмотрим, как оно проиграется. Значит, весь регион будет занят действительно формированием каких-то союзов, укреплением каких-то экономических связей, значит, выделением денежных средств и подготовкой населения, что касается вот военизированной темы. Здесь некоторые страны могут сделать состояние, особенно в части вооружения, продажи, то есть это как можно считать как дополнительный источник, скажем так, дохода. Просматриваемый временной период — это не 1 год, это может быть там 2-3 года в таком контексте. Почему? Потому что здесь у нас падает старший аркан мир, но в ближайшее время могут быть определенного рода подвижки, какие-то кризисные ситуации, острые моменты, но они не будут иметь значения, потому что вся ключевая история будет, скажем так, просматриваться чуть позже. Значит, периодически у нас могут возникать спорные моменты, они связаны с формированием каких-то, как это правильно называется, буферных, что ли, зон защиты, какие-то линии разграничения. Здесь у нас могут просматриваться диалоги, торги, значит, выяснение и давление с точки зрения там, применения какой-то военной силы. Но это не всегда говорит, допустим, о каких-то острых моментах. Это может, например, знаете, как медленно, но верно с экономической, с военной, с логистической точки зрения отодвигать, допустим, интересы каких-то других участников. Здесь удивительным, на мой взгляд, кажется ситуация, связанная прежде всего с Северной и Южной Кореей. Давайте просмотрим. Восьмерка жезлов, двойка кубков и семерка мечей. Значит, есть определенного рода соглашения, по всей видимости, между этими странами, они могут носить нестабильный характер. Значит, восьмерка жезлов — активные и резкие действия, это могут быть, знаете, как вот ракеты, острые моменты, пожары, такая достаточно активная, напряженная новостная повестка, которая может обсуждаться. Двойка кубков, семерка мечей, все это делается в рамках каких-то определенных договоренностей. Здесь у нас могут возникать различного рода провокационные моменты, особенно если мы говорим в части соблюдения соглашений, могут быть нарушения, могут быть периоды активности, периоды затишья. Конечно, восьмерка жезлов, двойка кубков и семерка мечей нам говорят о том, что отсутствует какое-то общее единое понимание, общий диалог, если мы говорим, допустим, про какие-то линии разграничения, про какие-то дипломатические договоренности. Здесь и еще восьмерка жезлов, двойка кубков и семерка мечей могут нам говорить о том, что союзники, что с этой стороны, что с этой стороны, могут выяснять взаимоотношения друг с другом, но с применением
Южной Кореи и Северной Кореи. То есть это такие какие-то провокации, которые вынуждают садиться за диалог, которые вынуждают, допустим, искать какой-то выход из ситуации. Значит, позиция Северной Кореи: семерка жезлов, тройка кубков и шестерка жезлов. Я думаю, что комментировать здесь сложно. Есть определенного рода недоверие либо к сообществу, либо к другим странам. Это касается прежде всего и каких-то, в том числе, союзников. Поэтому всегда просматривается запасной вариант Б, В, Г, Д и так далее и тому подобное на крайний случай. Семерка жезлов, тройка кубков, шестерка жезлов: необходимость признания каким-то сообществом Северной Кореи, укрепление своих позиций, что касается региона и что касается международной арены. Значит, может Северная Корея решать какие-то свои задачи за счет использования союзников, какие-то переговорные площадки. Это вынос своих пожеланий, к примеру, и в регион, и на какую-то международную арену. Здесь у нас и просматривается достаточно активная работа в плане дипломатии. Есть определенного рода заинтересованные в средствах передвижения, особенно если мы говорим про какие-то морские ресурсы. Значит, выход на новый уровень. Если мы посмотрим на Южную Корею, здесь у нас восьмерка кубков, пятерка мечей и верховная жрица. Такая достаточно темная лошадка, ее я хочу прокомментировать чуть позже, потому что здесь падают такие несколько, я бы сказала, тревожные арканы, поэтому здесь необходимо будет разбираться. Что касается Северной Кореи и того региона, в котором она находится. Во-первых, здесь у нас падает императрица, паж пентаклей и четверка мечей. Значит, необходимость, опять-таки, признания на международной арене. Здесь есть необходимость либо пересмотра каких-то соглашений, пересмотра каких-то документов, особенно если это касается территории, особенно если это касается бумаг, связанных, допустим, с Северной Кореей и с тем регионом, в котором она находится. Паж мечей, четверка мечей и вот эти вот арканы говорят о нестабильном отношении к Северной Корее. Есть страны, которые действительно могут поддерживать данную страну, а есть страны, которые, словно говорят, препятствуют. Это могут быть ограничения, создание неприятных ситуаций, болезненных взаимоотношений. Где-то у нас просматривается игнорирование. Но императрица, паж пентаклей и четверка мечей, Северная Корея по отношению, скажем так, по отношению к региону напоминает спящего зверя, которого лучше не будить. Если мы теперь просмотрим вот эти вот у нас арканы, плюс у нас падает старший аркан Мир на дне колоды, я хочу на нем отдельное внимание сконцентрировать, и мы посмотрим позицию Южной Кореи по отношению к тому региону, где она находится, и это взаимно. Здесь у нас падает старший аркан Башня, рыцарь мечей и старший аркан Маг. Значит, если мы говорим про регион и про Южную Корею, нестандартные, нестабильные взаимоотношения. Значит, участники, которые входят в этот регион, могут выстраивать с Южной Кореей какие-то экономические связи, экономическое сотрудничество. Здесь у нас просматривается элемент конкуренции, то есть конкуренция какая-то существует даже между союзниками Южной Кореи, находящиеся в этом регионе. Здесь у нас может быть такая экономическая борьба, экономическая гонка. И старший аркан Башня, рыцарь мечей, старший аркан Маг в контексте Южной Кореи и в контексте того региона, где они находятся, могут нам говорить об достаточно активном инвестировании в какие-то инфраструктурные объекты. Значит, что это за объекты могут быть? Это объекты военного назначения. Рыцарь мечей и старший аркан Маг – объекты военного назначения, которые позволяют вести какие-то активные военные действия. Опять-таки, мы помним вот эти вот арканы, которые нам говорят о союзниках, об инвестициях, о тратах, все, что касается вооруженного сектора. Здесь у нас уже просматриваются действительно какие-то истории, события, связанные со строительством. Значит, присутствует элемент недоверия, и я уже как сказала, что Южная Корея выглядит темной лошадкой. Во-первых, восьмерка кубков, пятерка мечей и верховная жрица. Значит, восьмерка кубков в контексте Северной Кореи может нам говорить о каких-то миграционных процессах скрытого характера. Это первое. Здесь Южная Корея может выстраивать какие-то, там, не знаю, заградительные меры для того, чтобы, значит, не дать, допустим, каким-то мигрантам, ну, как-то размещаться, допустим, на своих территориях. Это первое. Восьмерка кубков, пятерка мечей, верховная жрица в контексте
Северная Корея может нам говорить о выстраивании какой-то новой стратегии, что касается военных действий. Она находится в таком скрытом формате. Восьмерка кубков, пятерка мечей – это, скажем так, иностранцы, да, военного характера, которые могут тайно, ну, допустим, размещаться на территории страны. Еще это может быть, если мы просматриваем в контексте вот этих вот арканов, это могут быть какие-то базы, это могут быть какие-то военные сооружения, это может быть усиление страны за счет, допустим, каких-то союзников, за счет строительства, за счет увеличения именно военного потенциала, военной силы. И здесь, несмотря на такие вот арканы, которые здесь у нас выпадают, которые с одной стороны нам говорят о необходимости сотрудничества, необходимости, скажем так, придерживаться каких-то общих целей. Десятка кубков, двойка пентаклей, старший аркан колесницы – это, знаете, как попытка держать все под контролем, не допустить какой-то эскалации. Но здесь просматриваются скрытые моменты. Вообще, если мы говорим в контексте оппонентов Южной Кореи по отношению к этому региону, то здесь у нас могут происходить события, связанные с подрывом репутации правительства. Здесь у нас может быть определенного рода критика, обсуждение каких-то моментов. Поэтому выглядит все, так скажем, неоднозначно. Давайте попробуем, раз здесь у нас падает старший аркан мир, давайте попробуем, может быть, вкратце просмотреть в контексте союзников. Значит, даже не знаю, как это просмотреть. Давайте, знаете, как, наверное, посмотрим. Раз мы привязались к Северной Корее и Южной Корее, давайте попробуем посмотреть позицию США, а потом уже позицию Китая. Хотя, по-моему, у Южной Кореи еще союзник Япония, а у Северной Россия. Но я боюсь, я вас утомлю. Так, США. Северная Корея, Южная, Соединенные Штаты. На дне колоды у нас королева мечей. Тонкий расчет, планирование, анализ ситуации, принятие таких хладнокровных решений. Значит, пятерка жезлов, старший аркан Луна, четверка пентаклей. Мы здесь просматриваем в контексте Соединенных Штатов, поэтому я буду действительно несколько обращаться к этой позиции. Значит, скрытая борьба, скрытое противостояние, борьба народов, борьба граждан. Вот эта вот борьба может сохраняться длительный период, но в контексте, если мы говорим о Соединенных Штатах, то это позволяет действительно управлять этой ситуацией. Знаете, как косвенно выстраивать взаимоотношения и с Северной Кореей, и с Южной Кореей. Еще пятерка жезлов, старший аркан Луна и четверка пентаклей, если мы просматриваем с точки зрения США, это сохранение напряженной ситуации на какой-то длительный период времени. Здесь у нас может быть борьба народов, теневая борьба, просматриваться в том числе непрозрачные условия по поводу стабилизации, если мы говорим в контексте соглашения. А соглашение здесь у нас просматривается. Значит, если мы говорим про Северную Корею, здесь у нас шестерка мечей, старший аркан маг, десятка жезлов. Посмотрим на арканы, которые здесь у нас выпадают в контексте Соединенных Штатов. Значит, длительная работа по устраиванию взаимоотношений, что касается различного рода, во-первых, длительных процессов, во-вторых, все, что касается ресурсов агропромышленного комплекса. Значит, если мы говорим про Северную Корею, здесь отсутствие отказа, допустим, по выстраиванию взаимоотношений с Соединенными Штатами, готовность обговаривать, готовность разговаривать, готовность обсуждать, выстраивать какие-то общие экономические проекты, общие интересы, обсуждать, допустим, товары, либо какие-то ресурсы, заточенность в Северной Корее и Соединенных Штатов на какое-то долгосрочное сотрудничество. Шестерка мечей, старший аркан маг, десятка жезлов. Есть определенного рода сложности, есть определенного рода недоверие. Шестерка мечей, старший аркан маг и десятка жезлов может нам говорить о напряженной коммуникации со стороны Северной Кореи. Десятка мечей здесь у нас падает на дне колоды. Рациональный подход, доверяй, но проверяй. Значит, если мы говорим про
Южную Корею в контексте Соединенных Штатов. Здесь у нас королева Пентаклей, девятка кубков и колесо фортуны. Старший аркан справедливость, император и туз жезлов. Достаточно прочные взаимоотношения, которые закреплены какими-то договорами. Эти договора могут носить такой конституционный какой-то характер. Это могут быть какие-то интересы, значит, и взаимоотношения, прописанные в Конституции Южной Кореи. Здесь у нас и активная поддержка правительства, скажем так, лидеров нации и задокументированная позиция. Значит, королева Пентаклей, девятка кубков и колесо фортуны. В контексте Соединенных Штатов по отношению к Южной Корее это продвижение интересов, это лоббирование этих интересов, это выход на какой-то новый уровень. Значит, если мы говорим про интересы Соединенных Штатов в контексте этих двух стран, десятка кубков, девятка Пентаклей и старший аркан смерти, я хочу его уточнить. Значит, если мы говорим про в контексте этих двух стран, падает у нас рыцарь Пентаклей, девятка, старший аркан повешенный и четверка жезлов. Значит, это медленное, но верное развитие ситуации, это пересмотр взаимоотношений, возможно создание каких-то конференций, обсуждение и принятие решения. Плюс, если мы говорим в контексте этих двух стран, то это установление наблюдения за тем, как у нас происходит различного рода развитие событий. Королева кубков Иерофант и король кубков. Это доминирование в водном секторе, если мы просматриваем физические возможности Соединенных Штатов в этом регионе. Королева кубков Иерофант и король кубков — это все-таки, знаете, как попробовать урегулировать взаимоотношения, но на своих условиях. Это первое. И здесь лидирующие позиции должны быть у Соединенных Штатов, если мы говорим про переговорный какой-то процесс. Королева кубков Иерофант и король кубков нам говорит о распространении сферы влияния Соединенных Штатов, особенно и на Северную Корею, и на Южную Корею. Значит, какие интересы у Соединенных Штатов? Десятка кубков, девятка пентаклей и старший аркан смерть. Значит, в контексте полуострова, в контексте региона это укрепление своих позиций за счет проведения каких-то мероприятий, за счет расширения сферы влияния, если мы говорим про какие-то трансатлантические компании, и изменение региона в свою пользу. Давайте теперь просматривать Китай. Смотрим Северная Корея, Южная и Китай. Страшный суд мы смотрим. Даников шут. Если мы говорим про шута, значит, падает у нас старший аркан башня, старший аркан колесницы и старший аркан мир при раскрытии вот этого аркана. Но я думаю, что да, в регионе действительно могут быть определенные нестабильные ситуации, связанные с военными действиями в том числе. Еще, кстати, знаете, как шут, это как черный лебедь. Надо еще посмотреть регион с точки зрения там сейсмической активности, климатической активности. Ну, потому что здесь какая-то определенного рода нестабильность. Значит, я уже немножко так покороче буду рассказывать, потому что сама уже устала, но хочется досмотреть. Здесь, значит, старший аркан звезда, старший аркан императрица и шестерка жезлов. Значит, в отношении вот этих двух стран это вхождение в общую систему, вхождение в общую территорию, контроль за этой территорией, создание какой-то определенной экосистемы, некого альянса, где у Китая была бы своя роль. Значит, если мы говорим про позицию Китая в отношении Северной Кореи, шестерка мечей, королева девятка пентаклей и колесо фортуны. Соответственно,
Сотрудничество в области информации, в области логистики. Здесь у нас просматриваются вопросы, связанные с привлечением и инвестированием денежных средств. Здесь у нас могут быть какие-то общие проекты, связанные с зарабатыванием. Здесь и Китай, и значит, Северная Корея могут выстраивать какие-то общие, значит, проекты, которые могут вывести и Северную Корею, и Китай на какой-то новый уровень. Значит, паш мечей, девятка, паш мечей, повешенный рыцарь пентаклей. Проекты могут носить характер, связанный, во-первых, все, что касается разведки, спутниковой связи, потому что паш мечей и старший аркан звезда — это какие-то новые технологии. Проекты могут касаться длительного времени и больших каких-то инвестиций, но Китай здесь действительно готов сотрудничать, предоставление информации, предоставление собственных возможностей для укрепления этой страны. Но паш мечей, старший аркан повешенный, и рыцарь Пентаклей все-таки говорит, что Северная Корея может быть каким-то длительным союзником, особенно с точки зрения там какого-то вооруженного сектора, новых технологий, но все-таки на вторых ролях, потому что повешенный рыцарь Пентаклей нам намекает о каком-то длительном процессе. Значит, если мы говорим про взаимоотношения Северной Кореи и Южной Кореи в контексте уже с Китая, здесь у нас падает тройка кубков, старший аркан отшельника и паш Пентаклей. Союз, конференция, решение общих проблем, разграничение, отстранение, фиксация на документах. Значит, потому что здесь у нас все-таки идет решение вот этого вопроса в позитивном значении. Здесь не нужны Китаю какие-то конфликты. Значит, что касается Южной Кореи, король мечей, семерка пентаклей и страшный суд. Я уточнила страшный суд. Значит, в чем он заключается? Необходимость сохранения экономического сотрудничества. Это первое. Второе. Здесь у нас просматривается определенного рода контроль недоверия, отслеживание различного рода результатов. Значит, Китай заинтересован в создании какой-то, опять-таки, единой, не знаю, инфраструктуры, если можно так назвать, альянса, объединения, решение спорных моментов. Значит, это касается прошлого, потому что и страшный суд, и шестерка кубков нам говорит о том, что в буквальном смысле мы одна семья, необходимо восстанавливать взаимоотношения. Это прежде всего касается контроля, допустим, и какого-то рынка, особенно контроля ресурсов. Здесь у нас идет определенного рода распределение и просматривается конкуренция, особенно если мы говорим про военный сектор. Четверка пентаклей, старший аркан смерть и король жезлов. Значит, здесь Южная Корея может иметь значение для, скажем так, Китая, особенно если мы говорим в контексте поддержки, в контексте каких-то определенных территорий, но может создать какие-то определенного рода сложности. Потому что четверка жезлов, старший аркан смерти, король жезлов, это несколько зависеть от тех решений, которые у нас просматриваются на международной арене. Ну и опять-таки помним про шута, про старший аркан мир, колесницы и старший аркан башни, которые выпали в несколько ином значении, которые все-таки говорят о напряженной обстановке. Я еще планирую сделать расклад годовые на Северную, на Южную Корею, на Китай. Посмотрим, как это будет развиваться. Вполне возможно, это может касаться и Тайваня, и, допустим, каких-то других областей. Но Южная Корея здесь имеют какие-то скрытые позиции. Я вот пока их не могу пока просчитать. Ну, Китай действительно заинтересован в сохранении стабильности региона, но на своих правилах, на своих условиях. Все-таки доминирующая часть, по мнению Китая, должна быть за Китаем. На этом все. Берегите себя. До новых встреч.